Здрасте, сегодня мы будем менять музыку в игре. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится Sony Vegas любой версии, BND Repacker, который поможет нам распаковать архивы игры и собрать их заново обратно. Fubar 2000 поможет нам прослушать файлы игры. По желанию можно поставить MSG2TXT, чтобы переименовать название самих треков в игре. UMDGen поможет нам собрать образ VSO, чтобы мы могли его использовать на реальной консоли. Еще нам понадобится любой 16-серичный редактор. В моем случае это HXD. Для начала мы должны определиться, какую музыку мы будем заменять. В игре есть 10 неиспользуемых треков, которые можно заменить и использовать их в своих целях. В списке, который вы видите на экране, они обозначены минусами. Бланки — это пустые слоты, которые не заполнены музыкой и которые пока что нельзя использовать. В Patapon вся музыкальная тема записана в 28 файлов SGD. Файл SGD — это перекомпонованный трек, так что мы можем их спокойно заменять, если сильно постараемся. Темп у нас 120 ударов в минуту. Нам нужно подогнать наш трек под этот темп. Подробно о том, какие файлы за что отвечают, написано вот в этой фигне в начале. Файл с этой фигней в начале можно будет скачать по ссылке в описании. Также в этом файле вы можете наблюдать метки, которые сделаны через каждые 4 секунды. Это сделано для удобства, чтобы мы могли экспортировать ровно 4 секунды. Каждый файл, который мы будем экспортировать, должен обязательно длиться именно 4 секунды, иначе все будет сбиваться. Если он будет меньше, мы будем слышать стыки. Если он будет больше, мы, скорее всего, собьем всю систему звуковую в игре, и у нас сломается звук. Для того, чтобы метки корректно работали, нужно выставить в настройках проекта 25 кадров в секунду. Для того, чтобы визуализировать нужный нам фрагмент, мы его выделяем, 2 раза тыкая между метками. Нажимаем кнопку «Визуализировать как», выбираем подходящий шаблон, параметры которого вы можете видеть на экране. В Render Options не забываем ставить галочку на Render Loop Region Only. Эта опция позволяет нам рендерить только тот участок на треке, который выделен. После того, как вы визуализировали все фрагменты вашей темы, вам нужно открыть их с помощью 16-серичного редактора. Первые несколько байтов отвечают за формат файла. Дальше идет информация об этом формате, которая вам пока не нужна. Проматываем вниз и находим аудиоданные. Эти аудиоданные мы будем копировать в файл SGD. Если вы откроете образ игры с помощью архиватора или UMDGen, вы увидите там несколько папок. Вам нужно найти папку userdir и там найти файлы data.ms.bnd и data.ms.head. Теперь вам нужно открыть BND Repacker и, выбрав обе опции, открыть файл data.ms.bnd. После этого он предложит выбрать header файл. Header файл — это файл с разрешением head. Открываем все это дело. Находим папку Sound, в ней находим папку с номером нашей музыкальной темы. Нажимаем кнопку Extract. После этого у нас появляется файл bgm.dat, который мы извлекли. Открываем этот файл с помощью BND Repacker, на этот раз без всяких опций. Извлекаем все содержимое. Файлы, которые нам нужны, начинаются с Pitepad Battle. Открываем самый первый файл, то есть base 01. Когда я сохранял трек, файл я назвал 01. Итого в нашем 16-серичном редакторе должно оказаться 2 файла. Первый файл — это SGD, который мы будем изменять. Второй файл — это тот, из которого мы будем брать данные для того, чтобы их изменить. Найти аудиоданные в треке легко. Они всегда начинаются с 1120 байта, и вы явно их видите. После сплошного ряда нулей сначала появляется информация о файле, после нескольких пустых строчек появляется сам файл, который мы будем копировать. Выделяем все аудиоданные в треке. Теперь с SGD. Здесь нам нужно найти строчку, в которой есть слово data. Прямо под этой строчкой начинаются аудиоданные. Выделяем их. Теперь копируем с помощью Ctrl-C данные из трека и с помощью Ctrl-V вставляем их в SGD. Если у нас наши аудиоданные в SGD покраснели, это значит, что мы их заменили. Сохраняем файл и проверяем с помощью Fubar 2000. А теперь самое веселое. Мы должны сделать то же самое с оставшимися 28 файлами.
После того, как мы закончили, открываем все файлы в Fubar 2000, чтобы проверить, правильно ли мы все сделали. Теперь открываем bgm.dat с помощью BND Repacker. Чтобы заменить текущий файл на измененный, нам нужно нажать на кнопку Replace и указать место к новому файлу. Хочу вас предупредить, что все файлы одновременно заменять нельзя, иначе BND Repacker просто зависнет и вылетит. Это вам испортит как bgm.dat, так и файлы, которые вы сделали, и вы потеряете массу времени. Поэтому заменяем файлы по одному. После выбора измененного файла нужно нажать на кнопку Repack. После этого также желательно перезапустить BND Repacker. После этого мы снова открываем BND Repacker с двумя опциями. Открываем файл data.ms.bnd. Находим нашу тему. И точно так же заменяем ее. В случае с data.ms.bnd этот процесс будет длиться немного дольше, потому что файл большой. Звуковую часть мы закончили. Давайте разбираться с созданием образа игры. Для начала нам понадобится ломаный файл eboot.bin. Качаем этот файл и открываем образ нашей игры с помощью md-гена. Здесь мы открываем папку sysdir и меняем файл, который есть там, на тот, что мы скачали. После этого заходим в userdir и меняем тамошний data.ms на наш. После этого нажимаем Save, Uncompressed и называем файл по-другому, потому что если мы назовем его так же, то у нас сломается образ, который у нас есть, и мы не получим нового образа. Теперь открываем либо эмулятор, либо реальную консоль, если таковая имеется. В самой игре мы сначала заходим в настройки и отключаем установочные данные. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, что вам понравилось. До скорых встреч. Распаковываем localize... Теперь распаковываем... Кстати, принесу. Распаковываем... Распаковываем... Распаковываем localize data LBND. Извлекаем
Извлекаем и взливаем... Что?